Всем доброго раннего утра, друзья мои. Просто докажу, что раннее утро. А то еще скажут, что я так выдумываю от себя. Вот, видели? Не могу я, если я решила что-то снять, подарить, но не могу я идти отдохнуть. Не получается. Вот такой я человек. По-хорошему, вообще меня надо хорошо побить и выгнать спать. Причем пинками. Ну вот, мои чертенята ночью активные, я тоже спать не дают. А вообще это не шутки. Так и есть. Мы ночные люди. Ведьмы вообще живут ночью. День это вот наоборот, как для вас. Для отдыха у нас день в основном. Хотя я и уже днем не отдыхаю, но вообще ночь наша стихия. Эти силы активны ночью, и мы активны ночью. И все эти идеи, мысли, они приходят ночью. Хочу вам подарить кое-что. Наше семейное. Когда-то мой дед, который работал, надеюсь, правильно говорю, у нас тут карьер рядом, огромный, золото добывали. Оттуда и уран пошел, и болезни всякие. Ну, это потом узнали. И он работал, и там все время его доставали. Несколько человек постоянно к нему приставали, что-то там то урежут зарплату, то еще что-то. Ну, в общем, все время какие-то претензии. У нас автобус ехал через все эти селения, собирал рабочих, и они вот ехали туда. Он много лет там работал. И как-то, когда у него не было настроения, он сидел, и моя грузинская бабушка так по-хитрому начала расспрашивать. А как зовут, кто это, чей сын, когда, с кем работал, сколько лет он там. Это вот этот Гурами, вот этот, который с этого, оттуда. Ну, в общем, они начали разговаривать. Он выложил всю свою душу и пошел спать. И бабушка моя пошла в свою комнату. Ну, в общем, мы все разошлись по комнатам. Я иногда у них оставалась. Все там 2 шага туда и сюда. 2 дома рядом. И ночью просыпаюсь, иду, смотрю, она на кухне сидит, что-то делает. На мой вопрос, а что ты делаешь? Она сказала, иди спать. Потом я увидела, как она ушла. Что-то там жгла, что-то там, в общем, дым пошел. Она ушла и вернулась попозже. Где-то несколько дней прошло, не знаю, может, недели 2. И мой дед радостно начал говорить, что этого Гурама выгнали с работы, поймали на воровстве. Такой-то ушел. Более того, его сделали, поставили бригадиром. И, в общем, отстали от него. Потом, через много лет, когда я спросила у нее, скажи мне, а что ты там делала ночью? Она сказала по-грузински «Гамис дафтари», что в переводе означает «грамота ночи». А я говорю, это что такое? Это когда имена нехороших людей нужно написать, сжечь, унести на перекресток и отдать чертям. Вот так она как-то так раскрылась передо мной, сказала. Не знаю почему, может, ей надо было выговориться. Может, она хотела гордиться собой, что у нее получилось.
Дочь священника, замечу. Но они самые грамотные в этом отношении, магии и так далее, потому что они имели доступ к этим библиотекам и духовным библиотекам, а там и такое изучалось. Ватикан, например, считается одним из самых, скажем, полных собраний книг магии, между прочим. Очень много оттуда просачивается. Та же книга джиннов или ифлинов и прочее тоже оттуда просочилась. Одним словом, грамота ночи я усовершенствовала, пользовалась и дарю вам. Если вам не дают жизни определенные люди, отдайте их в руки темных сил. Пусть они сами определятся. Если человек не виноват, он не пострадает. Но в этом случае либо пишите их имена, либо пишите враги, неизвестные враги, преследователи, как хотите. Стукачи, не знаю. Ночью зажигайте черную свечу. Берете чистую бумагу, ну, чтобы там не было никаких линий, ничего, вот так вот. Ручку темного цвета. Или черный, или синий, или коричневый, но не красный никак. Не зеленый и прочее. Пишите их имена. Просто имена. Дальше. Читайте 6 раз этот заговор. Это сжигайте. Проведите в такое время, ну, когда солнце садится, чтобы вам можно было провести в течение 3 часов, вынести из дома. В течение, можно раньше. Написали имена врагов, имена людей, которые вам мешают, которые на работе специально вам вставляют палки в колеса. Может быть, преследуют вашу семью. Может быть, есть судьи, прокуроры, которые выносят несправедливые вердикты и так далее. Напишите эти имена. 6 раз читайте заговор. Отнесите на перекресток. Сожгите этот пепел. Подождите, пока остынет. Ну, посыпьте, пересыпьте куда-нибудь в мешочек или пакет, неважно. И 6 монетами идете на перекресток. Перекресток заранее найдите какой. Высыпайте посреди перекрестка. Говорите определенные слова, сейчас скажу какие. Кидайте монеты, говорите «откупаюсь» и уходите. Пакет можете забрать и выкинуть где-нибудь в мусорку. Не засоряйте природу. И через некоторое время у этих людей случится такое, что они забудут вообще, как вас звали и зачем вы им интересны. Я вас уверяю. Итак, зажгли свечу, написали эти имена и читайте. Я обернусь орлом, а враг станет муравьем. Или враги, если там много. Я крепка, как скала, враг, стань ветерком. Орел клюнет муравья, ветерок скале не помеха. Сгинь, мой враг, не останется от тебя ни следа, ни эха. Ани, Аши, Эль, Анас, Аевас. Секунда, минута, здесь и сейчас. Свои двери и судьбу запираю от вас. Да будет так, истинно. Неправильно сказал. Минута, секунда. Я обернусь орлом, а враг станет муравьем. Я крепка, как скала,
враг, стань ветерком. Орел клюет муравья. Ветерок с колени помеха. Скинь, мой враг. Не останется от тебя ни следа, ни эха. Они, аши, эль, анас, аевас. Секунда, минута, здесь и сейчас. Свои двери и судьбу закрываю от вас. Или запираю, это не важно. Да будет так, истинно, заклято. Я обернусь орлом, а враг станет муравьем. Я крепка, как скала, враг, стань ветерком. Орел клюет муравья. Ветерок с колени помеха. Сгинь, мой враг. Не останется от тебя ни следа, ни эха. Они, аши, эль, анас, аевас. Минута, секунда, здесь и сейчас. Свои двери и судьбу закрываю от вас. Да будет так, истинно, заклято. Или заклинаю. Сказали 6 раз. От свечи зажгли. Свечу оставляйте догорать, но свечу не надо носить на перекресток. Просто горит, потушите пальцем или гасильником, не дуть. И выкиньте просто. Сожгли, пепел остыл, пересыпали. Выходите, идете на перекресток. Если надо ехать, садитесь, поезжайте, выходите. Можете кого-то с собой взять, но он не должен подойти к перекрестку или спрашивать, или задавать какие-то вопросы. Посыпали и сказали следующее. В руки чертей вас отдаю. Один раз сказали. Кинули 6 монет через левое плечо. Так, в руки чертей вас отдаю, говорите, отворачивайтесь, кидайте через левое плечо, левой рукой 6 монет и говорите, откупаюсь. И не оглядываясь, уходите. Даже если вам покажется, что кто-то вас позвал. Никто вас не позвал из живых. Поэтому оборачиваться не нужно. Просто идете. И через некоторое время покупайте попкорн, садитесь и наслаждайтесь фильмом ужасов. Но только уже не для вас, а для них. И запомните, никогда не жалейте тех, кто вас не пожалеет. Есть такие твари, которые не понимают ни милосердия, ни уговоров, ни человеческого отношения, ничего. Пока не вцепишься в глотку и не услышишь оттуда хрип, не отступай. Потому что эти твари любое человеческое отношение принимают за слабость. Всем удачи!